Они так офигенно смотрятся на рендерах, что мышка тянет руку на лишке оплатить. Копейки стоят, меряют давление. Ну а серьезно будем посмотреть. Если я вижу, что продают смарт-часы за 3,5 евро, я не могу пройти мимо. Да, есть у часового свой недостаток. Как всегда, всем привет. Сегодня на обзоре вот такие вот смарт-часы Luxofit Q11. Почему я их купил? Во-первых, потому что они стоят 3,5 евро, а во-вторых, что у них есть фонарик. И, собственно, из-за того, что мне нравятся фонарики, я и купил данные часы. Вообще, мне кажется, что кроме Garmin, остальные производители как-то не допирают, что фонарик в часах – это удобная штука. А так как тратить 1000 баксов на Garmin у меня желания нету, а проверить, полезен ли данный фонарик, у меня есть такое желание. Распакуем, проверим. Если она хотя бы светит, считает шаги, показывает время при повороте руки, то это уже неплохое приобретение. Если вы не верите, что они столько стоят, а вот вам скриншотик, я сам в шоке, давайте распаковывать. Ссылочку постараюсь оставить, если вдруг они будут хорошими. Конечно же, инструкция. Куда же без нее? Не переживайте, конечно же, часы не металлические, они полностью пластиковые. Внизу вот такой вот прицел. Ну, конечно, о том, что здесь никаких датчиков нету, я себе отдаю отчет. Здесь максимум, что есть, это какой-нибудь светодиод, который будет светить. Давайте продолжим распаковывать это чудо техники. У нас есть вот такой вот магнитный кабель. Чем-то он похож на все остальные магнитные кабели. Давайте проверим, насколько хорошо он садится. Садится хорошо. Прям отлично. И в комплекте вот такой вот прикольный резиновый ремешок. Совсем легкий запах резины, очень неплохо. Так, давайте установим все это дело на часы. Собственно, цена часов по цене ремешка. Если вы захотите купить такой ремешок, то где-то так вот он вам и выйдет. Так, ну у нас почему-то экран не работает. Ага, это у нас все-таки защитная пленка. Снимаем. Несмотря на то, что экран под пленкой, естественно, он, как всегда, у дешевых часов почему-то немножечко грязный. Ну, это, наверное, такая фишка. Сами часы довольно-таки легкие, чуть позже мы их взвесим. Нижний пластик у нас неплохой, кстати, по качеству. Такой недорогой матовый пластик. Вот это вот, конечно, серебрянка выглядит так себе. Лучше здесь оставили такой же пластик. Ну, собственно, сам выбрал в этом цвете, поэтому зря жаловаться. А вот, собственно, из-за чего я его взял. Вот такой вот фонарик, он тоже защитной пленкой прикрыт. Давайте включать. Он издает звуки, быстро загружается, и еще в нем есть вибрация. И в нем есть реально работающее колесико. Ребят, за 3,5 бакса. О, а вот этот экран я уже где-то видел. Да, это он. Как видите, я не успел их включить, а уже прошел 210 шагов. Давайте еще посмотрим, какие есть циферблаты. Ничего лучше этого на данный момент не вижу. Но, кстати, вот это вот со щелчком переключения очень неплохо. Так, возможно, он еще и сенсорный. Нифига себе. Движение вниз открывается, а вот такая шторка. Движение вверх, а вот такая вот шторка. Движение вправо, а вот такая вот шторка. Движение влево, а вот такая вот шторка. Тут даже немножечко Apple положили. И все это работает. Я в шоке. Довольно-таки нормально это все работает. Чуйка мне подсказывает, что включение фонарика должно быть либо долгим нажатием, нет, либо двойным. Да, двойным нажатием у нас включается фонарик, и он, в принципе, терпимый. Фонарик работает, я доволен. А теперь я немножечко попользуюсь, проверю, работает ли здесь шагомер, установлю приложение и буквально через секунду возвращаюсь. Проходил я в этих часах определенное количество дней, и у меня созрели небольшие по ним выводы. Итак, первая фишка часов, которая редко встречается, это, конечно же, фонарик. И вот таким образом он светит, к примеру, в подъезде. Света не так много, но около 1-1,5 люмена он выдает. Можно, конечно, использовать и на улице, а вот таким образом вы можете светить, и даже на целый метр они светят. В общем, в полной темноте вы потеряться не должны. Из интересных особенностей, периодически этот свет включается просто на руке. Я что-то делаю, смотрю, у меня рука светится. И еще не могу не отметить, это наличие большого количества циферблатов, которые вы можете скачать и даже можете поставить, к примеру, себя на циферблат. А вот я свое фото добавил, это быстро сделанный циферблат, и выглядит все довольно-таки интересно. Экран не зернистый, как вы заметили. А учитывая, что данные часы стоят дешевле, чем отдельно купить такой экранчик, то где-то здесь все-таки зарыта собака. Давайте перейдем в меню и проверим, работает ли колесико. Колесико работает, причем издает такой прикольный звук, переключения четкие, как видите, куча всяких менюшек у него есть. Переходим в дисплей, ставим максимальную яркость. И, как видите, яркость вполне себе приличная. Вот таким образом данный дисплей выглядит на улице.
Неплохо все различается, яркости вполне хватает. Конечно, в солнечный день ее будет маловато, но, например, вот в пасмурный, либо же облачный день более чем достаточно данной яркости. Теперь по управлению. Свайп вправо. Переходим в такие себе виджеты, откуда мы можем включить погоду, спорт, измерение пульса, телефон, настройки, даже фонарик можем включить. Свайп вверх, опять у нас виджеты. Здесь у нас время, погода работает, будильник, дневная активность. Свайп вниз, показываются сообщения, ну, к примеру, с Телеграма или из СМС. В общем, как вы видите, первоначальное впечатление очень-очень неплохое, учитывая цену, конечно. Все работает, причем довольно быстро. Честно, я удивлен, как за 3,5 евро можно сделать вот такую вот штуку. И она должна считать шаги. И, естественно, я эту функцию проверил. Попеременно одевая на правую и левую руку, то Amazfit, то Q11, получил вот такие вот результаты. Amazfit у нас 1584 шага, а на Q11 56,86. То есть 5000, более чем в 3 раза больше я прошел шагов. Из этого делаем вывод, шагомер здесь никуда не годится. Дело в том, что я еще какое-то время сегодня ездил на велосипеде. И если Amazfit адекватно воспринимает велосипед, то Q11, к сожалению, воспринимает плохо. Поэтому это шагомер только для тех, кто хочет ходить 10 тысяч шагов. Вы буквально 2-3 тысячи ходите, вам показывается 10. В общем, шагомер здесь ни хрена не работает. Батарейка вначале мне показалась нормальной. Но это только в том случае, если их выключить и вообще не трогать. Если начинаете их включать и трогать, то вот сегодня идет второй день, и мне пришлось их заряжать, потому что, во-первых, периодически включался фонарик, когда они были на руке, и практически был севший аккумулятор. Поэтому держат они, от силы 2-3 дня. 3 дня, если практически не пользоваться, 1, если пользоваться. Мне кажется, этого маловато. Это все-таки не Apple. По измерению пульса. Так, давайте найдем это все дело. Есть зеленый светодиод, который может мигать. Плюс сюда встроено рандомное показание показаний. Как бы это смешно не звучало. Неважно, вы прислонили палец, либо просто включаете, у вас всегда будут разные показатели, но при этом будут показатели живого человека. Ух ты, 86, я приложил палец. В общем, сами понимаете, никаких датчиков здесь нет, и, естественно, ничего они не измеряют. Да, вы, конечно, можете еще померить кровяное давление, что-то у меня пониженное. В общем, для детей, которые играют в больничку, это идеальный аксессуар. Тут даже Facebook, Twitter, как видите, тут много чего есть. И, в принципе, все немножечко работает. То есть оно все анимировано, что-то показывает, но в реальности, конечно, работают функции, которые не связаны ни с какими датчиками. К примеру, календарь работает. Кстати, сам экран неплохой. Он, во-первых, не очень зернистый, во-вторых, нормальная чувствительность. Здесь даже есть автомобильные гонки. Это если вам совсем скучно и вы решили быстренько посадить батарею. А давайте проверим, подключаются ли данные часы к телефону. А для этого нам нужна программа Luxafit. Итак, переходим в последний раздел, ищем название часов Q11, пробуем подсоединиться. Не получается, а все из-за того, что в часах нужно зайти в настройки и включить Bluetooth. Он у нас находится в загальных, то есть в общих настройках. Включили Bluetooth, перезагрузим часы, возможно, это нам поможет. Да, это идеально помогает. Если у вас этот Luxafit Q11 не подключается, перегружаете и автоматически подключаетесь. Итак, что у нас есть в программе? Она даже показывает, сколько я спал. Хотя я в них, честно говоря, не спал, но программа на всякий случай показывает. Пульс показывает, сколько вы прошли сегодня. Вот тоже давление крови. В общем, часы могут связываться с программой. Это хорошо. Все эти показания вообще ничего не стоят, потому что ни к чему не привязаны. Также есть у нас данные, где все вводится в виде графиков. Но учитывая, что все эти показатели рандомные, к сожалению, пользы от этого тоже никакой. Есть спорт, и вот спорт, скорее всего, будет работать, потому что он работает просто в телефоне, беря данные у телефона. Поэтому он будет работать, но опять же, зачем пользоваться такой странной программой, если можно пользоваться нормальными программами. Но так как программа очень доставучая, она все время выдает одно и то же сообщение – бег. Ходите вы, не ходите, бег выдает каждые 15 минут, будете сообщение убирать, она опять выдает бег. В общем, очень доставучая программа. Я жду не дождусь, когда ее удалю. И циферблат вы можете себе настроить. Циферблаты здесь нормальные, их много, и они все бесплатные. Управление системным органом. Здесь можно дать доступ к программе. В общем, программа в принципе рабочая. Кроме того, что она все время пишет бег, особых претензий к ней больше нету. На самом деле от нее, знаете, какая польза? Ее можно не устанавливать. А давайте-ка проверим, работает ли здесь звук. И вы не поверите, здесь есть динамик. Еще есть голосовой помощник. Ну-ка, помощник, чем ты можешь мне помочь? Объясняю сложные темы и перевожу языки. Голос. Общаюсь в режиме реального времени через Gemini Live. Хотите,
Напиши, пожалуйста, текст для видеообзора часов Q11 от Laxofit. Сценарий обзора часов Lactafit Q11. Непонятно от чего зависит громкость звука, то есть она то появляется... О, опять появилась. Часы, Появился. которые умеют больше, чем вы думаете. Основные фишки с 0 часов 5 минут до 0 часов 20 минут. Кадр. Быстрая нарезка интерфейса. Шаги, пульс, сон. Gemini может сочинять на любую тему, особенно на тему часов, которых он вообще не нашел в интернете, и просто от фонаря начинает грузить информацию. Даже приходят сообщения от самого Laxofit, часы Laxofit. И они предупреждают, что они записывают мои движения. Лучше такое удалять. На мой взгляд, это неплохие часы. К примеру, для ребенка много функций. Неважно, что они зачастую не работают. Но все это выглядит прикольно. При этом это все дело работает. Но данные часы не так просты. У них основная фишка — провод заряда идеально совместим со смарт-бендами от Xiaomi. Причем он, во-первых, черного цвета. Во-вторых, он лучше держит смарт-бенд, чем оригинальная зарядка. Оригинальная, если честно, держит вообще никак. А зарядка от часов Laxofit держит просто идеально. Это их самый жирный плюс. Более толковый, чем оригинальный. Просто берете за 3,5 евро, а вот такие вот часы, вернее, вот такой вот кабель, и часы вам дают в подарок. Как обычно, чудо не произошло, и за 3,5 евро вы не купите хорошие смарт-часы. Это отличная игрушка для ребенка, и если вам нужен кабель для зарядки вашего смарт-бенда, то данные часы я могу рекомендовать. Кабель хороший.